Всем привет, друзья! Это Киев, метро Лукьяновская. Сегодня 6 апреля 2023 года. Четверг, рабочий день. Я приехал сюда, потому что давно не был на Лукьяновке. У меня есть тут небольшие дела, и заодно я решил поснимать для вас атмосферу будничного Киева в обычный рабочий день. Ой, я точно тут давно не был. И кажется, я вижу один из домов, который был подвержен разрушению в результате прилета. Слушайте, я не ожидал этого. Я думал, в Киеве должны были уже отреставрировать, все сделать. Но здесь вот вижу, есть дом, в котором разрушена крыша. Выбиты все стекла. Ага, точно, я помню, в один из обстрелов российских здесь прилетела ракета. Это было 15 марта 2022 года, и станция метро тогда тоже пострадала, но станцию уже сделали. Несмотря на это, Киев живет своей обычной жизнью, можно так сказать. Но я знаю, что все эти люди, которые сейчас ходят здесь, все они ждут, когда закончится эта война, когда уже начнется наше украинское контрнаступление и война закончится победой Украины. Так, смотрите, аутентичная такая атмосфера. Бабушка на лавочке кормит голубей. А здесь рядом рынок. Я помню, здесь всегда был рынок. Может быть, узнать какие-то цены на рынке, зайти вовнутрь. Не буду посвящать все видео рынку, но какие-то цены можно подснять. Вообще здесь такой пересадочный хаб транспортный. Это метро, здесь маршрутки во все стороны. Вот торговый центр Квадрат. Здесь же рынок. Не знаю, что попадется. Вот, например, мясо и картошка. Картошка. Так, давайте посмотрим. Вот, это курочка какая-то фермерская. Это куры целые по 85 гривен килограмм. А вот цыпленок по 115 гривен. Такие сразу вот цены вам покажу. Не знаю, что-нибудь из этого, из мяса такого. Грудинка телячья 125 гривен. А вот мякоть свинины 174 гривны здесь на рынке. Это, ну, не центр города, это в принципе вот киевские цены такие. А вот мякоть телячья вообще 230 гривен. И качка это утка, 185 гривен. Так, друзья, еще немножко про овощи могу узнать, если тут будут написаны цены. Ну, красивая картошка, но не написано почем. Надо спрашивать. Брокколи 160 гривен килограмм. Свежие огурцы 180. Огурцы стоят как мясо, получается, сейчас. Апельсины, которые не растут у нас, и то дешевле. А почем картошечка? Картошка красивая по 20 гривен килограмм. Друзья, все мельком так. Яблоки вот по 35 гривен есть, по 30, по 25, вот самые дешевые какие-то яблоки. Смотрите, здесь полно всего, овощей, фруктов. Кто бывал когда-то на Лукьяновке, здесь всегда был такой рыночек, можно было что-то купить. И вот овощной заканчивается, да, павильон. Начинается всякая обувь, шмотки, одежда, чайнички, сковородки, сумки. Ну, в общем, полноценный рынок. Если вам что-нибудь нужно на Лукьяновке, вы можете вот просто сюда прийти и здесь найти все, что нужно. От еды до вещей, до всех. Вышел из рынка, я там зашел немножко дальше. А вот, кстати, еще я пропустил вот этот вот гигант
который стоит здесь, большой дом стеклянный, он тоже там с побитыми стеклами. Короче, все это место прилетов. Сюда ракетами попадало. Ну, давайте посмотрим атмосферу сейчас. В 12 часов дня. Интересно посмотреть на атмосферу в таком месте, где много людей. Не там, где пустынно. Я первоначально хотел поехать с той стороны, сюда заехать. Я понял, что там будет меньше народу и не будет так интересно. А конечный путь мой сегодня лежит в одно тихое, красивое, спокойное место. И пускай это будет пока сюрпризом для вас. И в конце вы со мной вместе можете узнать, куда я пришел, что я увидел, что я нашел. Такая небольшая интрига. Вот, можно опускаться в подземный переход, но я пройду пешком через трамвайные рельсы. Муслим Магомаев здесь запечатлен в бронзе. Если вы давно не были на этих улицах, вам будет приятно пройтись со мной. Я не экскурсовод, я как турист. Вот хочу просто делиться с вами своими впечатлениями, своими ощущениями от того, что я здесь вижу, от вот этих вот балконов. Вот видите, архитектура старая, она отличалась какими-то деталями, которых сейчас не делают. Арками, балкончиками. Приятно смотреть. Всегда интересно даже заглядывать в арки, что там, какие дворы. На самом деле фасады и дворы всегда сильно отличаются. На стороне фасадов это лицевая сторона всегда более красива, а во дворах всегда более просто, но уютно, не так шумно. Какая-то своя собственная атмосфера. А здесь, видите, на потолке арки прям лепнина с цветами. В общем, красивая архитектура. Не знаю, почему люди в конце 19 века, в начале 20 века еще могли строить такие дома красивые, а потом не смогли. Потом перешли к более простым, угловатым и незамысловатым проектам, дизайнам. В какой-то степени это обидно. Вот, например, сейчас я вам покажу. Мы проходим здесь дома явно конца 19 века. Ну, они такие обшарпанные уже. Но видно, что строились они как бы с душой, да, с какими-то на фасаде какие-то украшения, есть даже колонны. А вот рядом дом высокий, вот этот вот. Он уже видно с советского строительства. Ну, сюда вообще не вписывается. Квадратный никакой. Тоже уже обветшал. Но совершенно неинтересный. Так, друзья, знаете, чем мне лично памятна эта улица, вот этот подъем, на котором я иду сейчас? Я здесь как-то, ну, много лет назад, конечно, когда первую машину приобрел, я еще плохо умел ездить. Ну, понятное дело, на механике. И вот на этом подъеме здесь была пробка. Однажды я ехал. Ну и как ведется в пробке, машина останавливается через каждых 3 метра. А мне было очень сложно трогаться потом. В общем, у меня был стресс, потому что сзади ехал дорогучий Мерседес. А я откатывался назад, знаете, когда отпускаешь педаль сцепления, еще не сцепилась, короче, ты еще не газанул, не поехал вперед, а уже откатываешься. И мне этот Мерседес сигналил. Я нервничал, короче. У меня сидели пассажиры, и одна девушка кричала: да что ты пищишь? Ты отъезжай, отъезжай! Этому Мерседесу. Ай, друзья, здесь такой большой мурал красивый. Смотрите, я могу ошибаться, но, по-моему, это Грушевский. Но вполне может быть, что это вообще какой-то другой человек.
какие-то сигналы. Сирена, что ли? А, да, едет полицейская машина, что ли, сзади. Не буду его снимать. Пускай проезжает. Сейчас хочу перейти на другую сторону. Да, полиция проехала, но это не она пищала. Вот в чем прикол. Перейду на другую сторону дороги сейчас. Это Большая Житомирская уже начинается, по-моему. Если по ней идти прямо туда, то можно выйти на Софийскую площадь. Ну, а потом дальше и на Крещатик, туда, в центр. В центр центров. Так, играет музыка в динамиках. Здесь какой-то ресторанчик. Люди за стеклом сидят, обедают. Улица довольно проезжая. Ну, она связывает центральные части города между собой. Поэтому здесь шумно. И сегодня, как ни странно, нету пробки. Хотя, говорят, пробки уже давно вернулись в Киев. Так, некоторые дома здесь мне очень знакомы. Например, вот эта новостройка в глубине. Бывал когда-то там. Так, а вот девушка пытается ехать по проезжей части на самокате. У нее наушники на голове, она поет свою песню. А, не, она пытается дождаться зеленого света и перейти дорогу, да. Вот ездят доставщики пиццы. Сюда заворачивает какая-то машина. Вот стоят дяденьки, а я захожу сюда в подворотню. Эта подворотня ведет к тому месту, куда я сегодня иду. Иду, конечно, специально для вас, потому что это красивое место. Хочу вам его показать и сам посмотреть, правильно я иду. Уже видны там золотые купола. В общем, друзья, шел я вот сегодня в Покровский женский монастырь. Сейчас буду медленно показывать. Улочки здесь к нему ведущие. И зачем я сюда шел? Ну, просто побывать, посмотреть. Когда-то в свое время, когда мы приехали в Киев и обнаружили этот монастырь, как какое-то открытие. Мы случайно сюда зашли в подворотню посмотреть, ну, шли по улице, по этой главной. И вдруг, на тебе, а здесь среди вот этих вот домов, среди вот этих вот невзрачных стен, это, кстати, какая-то медицина, медицинский центр, какое-то учреждение. И вдруг появляется такой тихий уголок красоты. И здесь птицы поют, все. И что тогда было? Мы с Ладой ходили здесь, и она захотела зайти, посмотреть, послушать. И мы зашли, там так красиво пели монахини внутри. Так по-простому, понимаете, не академично. Было приятно слушать. Мы посидели несколько минут, послушали. И это запомнилось на всю жизнь. Так что вот я решил посетить это место и показать. Возможно, вы не знаете про этот монастырь, возможно, не бывали. Хотя, конечно же, киевляне все знают о нем. А вот приезжие нет. Здесь нету такой толпы, как в Лавре обычно.
Сейчас здесь не было службы. Тихо, спокойно, просто можно было зайти, посмотреть атмосферу. Там темно, такой полумрак. Друзья, я не помню, говорил я, нет, сейчас плюс 12 градусов на улице. Уже вовсю поют птицы, но зелени еще нету. Вот немножко пройдусь по церковному двору. Приятный дворик, можно просто прогуляться. Здесь еще виды открываются. А дальше, если пойти, то можно выйти даже на пейзажную аллею отсюда. Это уже совсем недалеко. Вот это монашеские кельи. Ничего себе кельи, да? Монашество, конечно, воспринимается... Мной, например, раньше монашество воспринималось иначе, без роскоши. А как посмотришь на кельи монахинь, да? Все так шикарно, особенно в Киеве. Не знаю, я не видел монастырей других. Видел только киевские монастыри. Все, друзья, я вернулся в мир шума и суеты. И продолжаю двигаться теперь уже по своим делам. Хотя, вы знаете, у меня есть идея найти какое-нибудь красивое кафе и там с вами вместе попить кофе. Но это будет, наверное, уже на Дорогожичах. Резко пошел дождик. Видите, в луже пляшут капли. Я спрятался на остановке автобусной. Подожду здесь троллейбуса. Мне нужно доехать до Дорогожичей. И там я знаю одну кофейню. Если она работает, попьем чай. Или кофе. Exit to the Lesy Український Public Library. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Глибочицька. Please enter the door. Your next stop is Глибочицька Street. На остановке вышел, зашел в обменник, посмотреть, какой сейчас курс реальный. Вот если вам надо купить наличные доллары или евро, за 1 доллар вам придется заплатить 37 гривен 50 копеек, а за 1 евро 40 гривен 60 копеек. Это здесь вот в районе улицы Багаутовской, возле областной больницы в Киеве. Я сейчас здесь нахожусь, и тут много обменок, я посмотрел. Тут прям рынок под открытым небом. Я уже не знаю, не узнаю. Давайте спрошу, почем сало. Скажите, пожалуйста, сало почем? Сало 150, таке 150, 200 гривень 180. Дать попробувати? Ні, дякую. Це я для жінки, я їй скажу. Ви ж тут ще будете? Да, що там Добре. стоїть? Ну, короче, притворился покупателем, сказал, что для жены. Узнаю. Областная больница вот здесь. И мои дела здесь я порешал. А кофе так и не попил. Кофе так и не попил. Побегу искать свою кофейню. Легендарный Илья Сергеевич. Да, Добрый день, рад вам знакомиться. да. Ничего, что я снимаю. Ничего, ничего. Я зашел в кофейку попить. Заходите. Сегодня вот привезли холодильник. У нас тут мороженое будет. Такой. Он закрыт. Только Ну, привезли классно. еще пока что пустой. Да, еще для меня большая типа радость. Наконец-то я, короче, вышел на Marketplace розетка. Теперь я буду там
Покупать, закупать товар, что ли? Нет, Или а что? представлять моя продукция. А, ясно. Так, который посоветуешь кофе выпить у тебя? Эфиопию. Что себе это что? А? Это как? Ну, арабика Эфиопия. А лучше с молоком или без? Без. Это будет крепко и Чтобы почувствовать... в Не, она дождливую мягкая. погоду оно вставит, да? Не, нормально? она мягенькая на самом деле. Это самая элитная арабика, самая, ну, прародитель. Это из Эфиопии вообще начался кофе. Ну, это первое, где открыли кофейное дерево, нашли там зерно, придумали его пожарить, Я придумали его заварить и выпить. Все, гарного дня. Так надо же обмывать уже туда, если у вас Так а он новый еще аппарат появился. Ще нету этого самого. Мороженого нету еще. А, я понял. Да. Добрый день. Так, а мне, пожалуйста, самого древнего кофе, который у вас есть. Как ты сказал? Который легендарный прародитель всех кофейных деревьев, от которого уже начали разрастаться все остальные. Все остальные, да. Да. Эфиопию нам, пожалуйста. Эту картину нам девочка нарисовала, Буча. Это вот наш кофе, ну, здесь не весь, это уже просто сейчас раскупили. Ну, пока что вот такой типа ассортимент. Есть вот такие у нас сезонные пряники до Пасхи. Скоро будет Пасха, покупайте ковбаску. Вот, пряники-размалевки такие, короче, для детей. Это вот тоже картина нам нарисовала девочка. Это у нас кава для ЗСУ. Люди покупают кофе, проплачивают, да, и мы военным просто так раздаем. Вот, это самое, Ну, короче, всем понятно, кто это. называется картина «Биологична зброя». Разрабатывалось оружие в наших лабораториях. Оно вычисляет конкретного человека и заражает его вот таким вот, короче. Так, а цены у тебя на кофе можно поснимать? Как у тебя фиксированные или? Да, вот это наше такое, ну типа меню. А, вон написано. Ну это на напитки, а вот если типа заказать себе там пачку, то вот на пачках они Пачка написаны. 247 гривен. Это вот эта Эфиопия легендарная, которая сейчас вот в стаканчике. А Да. упаковки это вот тоже твои? Как бы, Да, это вот мой бренд, который я разработал, Q Coffee, он специально вот разрабатывался для вот таких сайтов, как Розетка, чтобы по всей Украине, он во всех Ничего себе. магазинах Я не стоял. ожидал, честно говоря. Я думал, у тебя просто... Я это сделал год назад, но как раз началась война. И вот только сейчас, только вот сегодня первый день премьера, сегодня мы делали месяц назад, вот как с тех пор, как я подал заявку, мы это все очень долго делали, там, короче, очень много договоров, там, в общем, там, прайсы составляли, все это там делалось. Ну, маркетплей, ну, Розетка это очень большой там магазин, типа, это я у них как франчайзи, я у них, как бы, у них купил франшизу, и теперь я в их сети вот как бы Ну, представлен. вообще интересно, вот бизнес во время войны. Пару слов, что ты скажешь, Надо, это идет? неплохо идет, конечно, надо это самое поддерживать, потому что если не поддерживать здесь наш бизнес, то весь бизнес убежит в Европу просто. Поддерживать короче. как? Со стороны кем-то, чтобы кто-то Просто донатил? что-то покупать, короче. Ну, поддерживать бизнес, это значит приходить, что-то покупать. Друзья, взял чашечку кофе у Ильи Сергеевича в кофейне. Если вы не знаете, Илья Сергеевич это коллега мой, блогер, известный в Киеве, друг Алексея Крылова. Вот его кофейня, называется Coffee and Food. Это все расположено на улице Щусева, недалеко от метро Дорогожичев. Все, друзья, прощаюсь с вами. До следующих видео. Спасибо, что досматриваете до конца. Всем мира, счастья, всем хорошего настроения, здоровья. Пока.